Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Причины задержки месячных. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Месячных нет. Тест отрицательный. Что это значит? Ни для кого не секрет, что сбои в менструальном цикле являются признаком имеющихся нарушений внутри женского организма. Нередко женщины сталкиваются с ситуацией, когда месячных нет, тест отрицательный, а незамедлительно обратиться за помощью к гинекологу не представляется возможным. Без врача установить точную причину задержки месячных вам вряд ли удастся, поэтому не стоит затягивать с визитом к грамотному специалисту. Нормальное течение цикличности месячных. Каждый месяц в матке и яичниках происходят цикличные изменения, которые обусловлены гормональной перестройкой организма. На начальном этапе под воздействием гормонов эстрогенов формируется яйцеклетка. Если в середине цикла уровень женских гормонов достигает необходимого максимума, половая клетка выходит в маточные трубы, а затем попадает в полость матки. Этот процесс принято называть овуляцией. Далее концентрация гормонов в организме резко снижается. И в том случае, если не произошло зачатие, яйцеклетка погибает, а цикл завершается кровянистыми выделениями. Средняя продолжительность менструального цикла составляет 28 дней. Однако в пределах нормы считается регулярный цикл, составляющий от 21 до 35 дней. Также нормальными считается колебание в пределах нескольких дней. Кровянистые выделения наблюдаются в течение 3-7 дней. Всевозможные внешние факторы, будь то стрессы, нехватка витаминов или первый секс, способны негативным образом сказаться на регулярности цикла. 1-2 раза в год подобные нарушения могут происходить у любой женщины. Если кровянистые выделения не наступают в течение 10 дней, задержка месячных в этом случае считается нормой, при условии, что следующие месячные наступят в срок. Бить тревогу необходимо лишь в том случае, если гормональные сбои носят систематический характер. Причины задержки менструации, кроме беременности. Женская репродуктивная система является настолько сложным механизмом, что любые, даже самые незначительные факторы способны повлиять на продолжительность цикла. Кроме того, задержки часто возникают у женщин после 40 лет, когда начинается медленное угасание репродуктивной функции. Необходимо как можно быстрее выявить происхождение такого сбоя, чтобы не допустить последующее развитие гинекологических заболеваний. Специалисты выделяют несколько основных причин задержки месячных, кроме беременности. Воспалительные заболевания. Как правило, именно воспалительные процессы в органах малого таза провоцируют различные нарушения эндокринной и репродуктивной систем. Зачастую к таким последствиям приводит плохая экология, беспорядочные половые связи и, как следствие, ослабление иммунной системы. Возбудителями воспалительных заболеваний являются патогенные или условно-патогенные микроорганизмы, будь то хламидии, стафилококки, стрептококки или грибок рода кандида. Обратите внимание, что воспалительные процессы могут протекать бессимптомно, преобразуясь со временем в хроническую форму. Отсутствие своевременного лечения может привести к самым плачевным последствиям, вплоть до бесплодия. Что касается проявляющейся симптоматики, то помимо задержки менструации могут также наблюдаться влагалищные выделения с запахом, боль и жжение в области половых органов. Следствием таких нарушений могут стать внематочная беременность, спайки в маточных трубах и в матке, новообразования и кисты в яичниках, выкидыши. Стрессы и физические нагрузки. Физическое переутомление организма, а также систематические стрессовые ситуации самым негативным образом сказываются на здоровье эндокринной системы. Именно нервные срывы приводят к гормональному дисбалансу, который, в свою очередь, является главным виновником нерегулярного цикла. Гормональные заболевания сложнее всего поддаются лечению. Обычно врачи выписывают своим пациенткам оральные контрацептивы или прогестогены, восстанавливающие нарушение цикла. После отмены препаратов, как правило, ситуация возвращается в прежнее русло. Проблемы с весом. Избыточная масса тела, равно как и нехватка веса, провоцирует сбои репродуктивной функции. Жировая ткань играет немаловажное значение в процессе становления гормонального фона. Помимо женских гормонов, в жировых клетках образуется также большое количество андрогенов. У женщин с избыточным весом уровень тестостерона превышает допустимую норму, в результате чего происходят дальнейшие нарушения половой системы. Лишние килограммы являются причиной такого распространенного заболевания, как поликистоз. В мультифолликулярных яичниках не происходит процесс овуляции, вследствие чего наблюдаются постоянные задержки месячных.
Возможные заболевания. Причинами нерегулярного цикла могут быть не только недуги, связанные с женской половой системой. Очень часто задержку провоцируют такие простудные заболевания, как ОРВИ или грипп. Гормональный сбой возникает вследствие снижения иммунитета. Также недуг может быть вызван различными хроническими нарушениями желудочно-кишечного тракта. Нерегулярный менструальный цикл наблюдается в том случае, если были диагностированы серьезные сбои в работе гипофиза. К таким последствиям приводят заболевания надпочечников, щитовидной железы или центральной нервной системы. В некоторых случаях главной причиной развития гормональных нарушений становится сахарный диабет. Почему постоянные задержки опасны? Порой девушки путают нарушение половой системы с беременностью, так как и в том, и в другом случае симптомы могут быть идентичными. Тянет низ живота, отмечается боль в груди, отсутствует менструация. Систематические задержки, длительность которых превышает неделю, сигнализируют о наличии серьезных гинекологических проблем. Кроме задержки месячных, у женщин с гормональными нарушениями также наблюдаются такие симптомы, как повышенное волосение, растяжки на коже, угревая сыпь или выпадение волос по мужскому типу. Без своевременного лечения такие патологии приводят к необратимым последствиям. Постоянные сбои менструального цикла становятся причиной возникновения следующих недугов: дисфункции яичников, раковых опухолей, нарушений сердечно-сосудистой системы, раннего климакса, снижения иммунной системы, бесплодия. Кроме того, гормональный дисбаланс в женском организме повышает риск развития остеопороза. Диагностические мероприятия. Если тест отрицательный, задержка месячных вызывает у женщины множество различных переживаний. Своевременное обследование у специалиста развеет все страхи и опасения, а также позволит избежать возможных осложнений. Диагностика включает в себя ряд следующих исследований. Первое. Мазок на наличие инфекции, которые передаются половым путем. Второе. Ультразвуковое исследование органов малого таза и эндокринных желез. Проводится для выявления гормональных нарушений, а также с целью диагностики опухолевидных образований и других болезней половой системы. Третье. Анализ крови на гормоны. Позволяет с высокой точностью определить гормональный фон женщины. Четвертое. Гистологические исследования органов малого таза. Для анализа берется кусочек ткани из полости матки, после чего материал обследуют на выявление онкологических, эндокринных и венерических заболеваний. Пятое. Анализ на ХГЧ. Как правило, с его помощью определяется беременность, однако повышенный уровень гормона может также свидетельствовать о наличии раковых опухолей. В каких случаях требуется лечение? Не стоит поддаваться панике, если вы заметили сбой менструального цикла. Помните о том, что нервное перенапряжение также пагубно влияет на женское здоровье, провоцируя еще большие нарушения органов малого таза. Один отрицательный тест на беременность может показать ложный результат. В этом случае более достоверные показатели демонстрируют анализ на ХГЧ – хорионический гонадотропин человека, так как в крови показатель гормона намного выше, чем в моче. Обнаруженные в ходе обследования опухоли, миомы, воспалительные процессы требуют незамедлительного лечения. Также в терапевтической коррекции нуждается нарушенный гормональный фон. Девушкам, которые не планируют зачатие, врач выписывает оральные контрацептивы, такие как Ярина или Диане-35. Пациенткам, стремящимся забеременеть, назначают дюфастон, благодаря которому удается нормализовать уровень женских гормонов. Задержка после дюфастона или оральных контрацептивов считается нормальным явлением, так как гормональный фон претерпевает кардинальную перестройку. Когда лучше обратиться к врачу? Если никаких дискомфортных ощущений и болей в животе не наблюдается, тогда можно подождать в течение 10 дней. По прошествии этого срока, в случае отсутствия месячных, рекомендуется обратиться за помощью к гинекологу. Специалист назначит сдачу соответствующих анализов, на основе которых будет составлен дальнейший план лечения. Не стоит откладывать визит к врачу, если во время задержки вы испытываете неприятные и болезненные ощущения. Чем раньше будет установлена причина боли, тем результативнее окажутся предпринимаемые методы терапии. Регулярный менструальный цикл является залогом долгой молодости и хорошего самочувствия. Не допускайте перетекания недуга в хроническую стадию. Систематически проходите обследование у грамотного специалиста, избегайте стрессов и придерживайтесь здорового образа жизни. Помните о том, что намного проще предотвратить заболевание, нежели заниматься его лечением. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.